Здравствуйте! Сегодня мы расскажем об очень интересном растении – бамбуке. Исторически сложилось так, что люди использовали бамбук в течение очень долгого времени. История земледелия растений насчитывает несколько тысячелетий. Уже в XVI-XI веках до нашей эры бамбук широко использовался людьми в Китае. Это были и еда, и одежда, и жилье, и средства передвижения, и музыкальные инструменты, и оружие. Первая зарегистрированная бумага была изготовлена из внутренней мякоти бамбука во II веке до нашей эры в Китае. Благодаря своим уникальным свойствам, бамбук издавна считается символом успеха и здоровья. В китайской культуре бамбук считается символом культуры и праведности, а в индийской культуре – символом дружбы. Это чрезвычайно важный материал для многих людей в их повседневной деятельности. Это и жилище, и ограждение, и клетки для животных, и инструменты, и много чего еще. Ключевую роль бамбук играет в сельскохозяйственной деятельности. Он служит в качестве подпорок при выращивании томатов и перца. Из него делают поддерживающие столбы для маракуйи, банановых и какао-деревьев. Везде, где еще существует ремесло и доступное строительство из бамбука, все чаще возникает давление со стороны общества по тем или иным причинам заменить бамбук сталью или деревом, а жилье строить из бетона и кирпича. Строго говоря, бамбук не является современным материалом. Это природный материал. Его использование имеет давнюю историю. На самом деле этот материал просто удивителен. Он дает возможность делать из него такие вещи, которые невозможно сделать из других материалов. Из бамбука можно сделать все, что угодно. Согласно филиппинскому мифу о сотворении мира, когда выросло бамбуковое дерево, из его дупла и ветвей вышли мужчина и женщина. Мужчину звали Сикалак, а женщину звали Сикабай. Они были прародителями человечества. Бамбук – это трава, насчитывающая более 1250 известных видов, встречающихся в самых разных биотопах, от холодных гор до жарких тропических регионов. Бамбук может быть разного размера. Некоторые из них очень маленькие, всего несколько сантиметров в высоту, а другие огромные, достигающие более 30 метров в высоту. В книге рекордов Гиннесса бамбук назван самым быстро растущим растением на планете. Он растет со скоростью роста 90 см в сутки, что является впечатляющей скоростью. Это почти 5 см в час. Бамбук, который вы сейчас видите, посажен примерно 2,5 года назад. Сейчас его высота около 15 метров. А когда он окончательно вырастет, высота составит от 25 до 30 метров. Бамбук – уникальный строительный материал. При правильном использовании бамбук по прочности на растяжение равен стали, а по прочности на сжатие равен кирпичу и бетону. Так зачем сегодня вообще нужен бамбук, за исключением, возможно, сохранения традиционных конструкций и методов производства? Ведь у нас уже существует большой выбор современных и хорошо проверенных материалов, таких как бетон, сталь, дерево, кирпич и различные пластмассы, которые вполне удовлетворяют потребности современного общества. Потенциал бамбука огромен. Он заключается в широком спектре его применения. Насчитывается более 1500 сфер его использования. Это недавняя разработка бамбуковой бумаги, текстиля и, что наиболее важно для дизайнеров и архитекторов, получение подходящих строительных материалов из бамбука. Он хорошо подходит как для внутренних работ, создания полов, стен, потолков и мебели, так и для экстерьера, настилов, облицовок, уличной мебели и столярных изделий. Во время бури бамбук гнется, но не ломается. Сегодня, используя ископаемое топливо в качестве источника энергии, мы извлекаем твердый углерод из Земли и выбрасываем его в атмосферу в газообразном состоянии.
Одной из успешных стратегий снижения уровня углекислого газа в атмосфере является то, что называется биологической секвестрацией углерода. Это процесс хранения углерода в растениях, мертвом органическом веществе и почве. Поскольку биологическое секвестрирование забирает СО2 из атмосферы и сохраняет его в углеродных пулах, его также называют поглотителем углерода. Биологическое связывание углерода – это процесс, посредством которого растения и микроорганизмы сохраняют твердый углерод в растительной биомассе и почвах. Растения используют углерод в качестве строительных блоков, а берут они его из атмосферы. Деревья и растения являются естественным поглотителем углерода, накапливая и храня углерод. Таким образом, быстрота роста бамбука делает его очень полезным ресурсом для быстрого захвата и связывания атмосферного углерода. Посадка деревьев может помочь смягчить некоторую деградацию окружающей среды, связанную с быстрой урбанизацией. Способность к быстрому росту и непрерывному производству новых листьев делает бамбук привлекательным выбором для этой цели. Структура корневища бамбука, а также корня под почвой невероятно сложны. Это оказывает благотворное действие на закрепление почв, на остановку эрозии и заиления рек, а также на регулирование стока воды. Бамбук также обладает отличной способностью очищать воду. Физический состав бамбука позволяет ему удалять и накапливать органические отходы. Искусственно выращиваемые бамбуковые плантации могут обратить вспять деградацию почвы при ее чрезмерном использовании. При этом восстанавливаются заброшенные территории. Восстановленные ландшафты несут много новых социальных, экологических и экономических выгод. Всего за 2 года новые бамбуковые плантации могут на 70% восстановить эрозию почвы. Например, бамбук может расти даже в моче человека. Бамбук доказал свою эффективность в процессе фиторемедиации почвы, который представляет собой комплекс методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха от опасных химических веществ с использованием зеленых растений. Бамбук часто может расти на проблемных почвах, на которых многие другие культуры расти не могут. Бамбук может превратить отходы в жизнеспособный ресурс. У него есть будущее. И со временем архитекторам и инженерам придется в целом пересмотреть использование строительных материалов, чтобы найти применение новым способам использования устойчивых и возобновляемых ресурсов. $2,5 миллиарда человек в мире, в основном в странах третьего мира, ежедневно используют бамбук для еды, жилья, строительства, мебели, кухонной утвари, содержания животных, охотничьих инструментов и других целей. В последнее время можно наблюдать увеличение количества использования бамбуковых изделий в современной жизни. Сегодня бамбук используется во многих сферах, от дизайна, продуктов питания и энергетики до спорта, косметики и медицины. Все, что можно сделать из дерева, можно сделать и из бамбука. Очень популярной стала ткань из бамбука. Визуально материал схож с хлопком, но по ряду показателей превосходит его. Чтобы ее сделать, со ствола растения удаляется одеревенелая оболочка. Обрабатывается только мягкая часть злака. Сырье обрабатывается едким натром, каустической содой. Затем вся масса пропускается через специальную сетку, что позволяет получить однородное вещество. Из застывшей субстанции формируются нити, а уже из них на станках ткут материю. Бамбуковая ткань идет на изготовление практически всех видов одежды. Именно этот факт является причиной, по которой данный трикотаж оптом закупают представители домов мод и пошивочных ателье. Бамбук можно перерабатывать в биотопливо, которое используется для транспорта и высокотемпературных промышленных процессов. Из него получают активированный уголь, бумагу, текстиль и биопластик. Велосипеды из бамбука обладают высокими характеристиками. Кроме того, бамбук применяют в индустрии, связанной со спортом и отдыхом.
Это производство скейтбордов, досок для серфинга, сноубордов, мечей для пола и прочего. Из бамбука делают сельскохозяйственные орудия, рыболовные корзины и ловушки, водяные колеса и трубы. Также производят ручки для инструментов, граблей и лопат, рыболовные сети и леску. Бамбуковая мебель очень долговечна и довольно популярна сегодня. Из бамбука делают наборы диванов, столы, стулья, кровати и кресла-качалки. Красивые и качественные из бамбука получаются полы. А на обеденном столе все чаще можно найти побеги и листья бамбука в качестве еды, чая, вина, уксуса и пива. В пищевой промышленности и производстве напитков все больше бамбука используется для производства пива и вина. Пиво из бамбука обладает ароматом его листьев и имеет освежающий и мягкий вкус. Многие люди считают это пиво здоровым и высококачественным напитком, который может помочь снизить уровень липидов в крови. Бамбук имеет множество применений в целлюлозно-бумажной промышленности. После его обработки производят бумагу для печати, картон, туалетные салфетки, стаканчики для кофе и мешки для цемента. Нежные листья бамбука служат для производства чая, обладающего полезными свойствами. В современной жизни люди привыкли жить в бетоне. Если спросить их, что они предпочитают, бамбуковый дом или дом из бетона, большинство ответят, конечно, бетонный дом, там спокойнее. Здесь возникает вопрос. Если бамбук является таким замечательным материалом, тогда почему он не используется чаще в архитектуре и строительстве? Ответ здесь зависит от многих факторов, включая культуру, рыночную экономику и структурные свойства бамбука. Что касается инженеров-строителей, то им нужно хорошо понимать механические свойства бамбука, чтобы спроектировать удачную конструкцию из него. Сегодня, наверное, никто не подпишется под тем, что здание из бамбука будет хорошим с точки зрения структурной целостности и долговечности. А вот в отношении стали, дерева и бетона это сделать легко. Это потому, что известны все структурные инженерные расчеты по этим материалам. В отношении бамбука такого нет. Строительная индустрия древняя и консервативная, и бамбуку трудно конкурировать с другими материалами из-за его мелкомасштабного характера и ограниченного бюджета. Людям нравится находиться в зоне комфорта, поэтому так широко используется цемент, бетон, сталь и дерево. Так зачем людям использовать бамбук? Бамбук не похож на сборный материал. Это натуральный материал. Каждое его измерение отличается друг от друга. Бамбук – особенный материал. Он не похож на обычную трубку. Каждый бамбук индивидуален. Строительные нормы, с которыми обычно работают архитекторы в крупных городах – Нью-Йорке, Лондоне или Токио, могут являться ограничительными для использования бамбука. Проблема бамбука в том, что он не попадает под строгую категоризацию, по крайней мере в натуральном виде. Бамбук по-прежнему считается скорее экзотическим материалом, древесиной для бедняков, которую можно увидеть в пляжных хижинах, садовых сооружениях и оформлении баров в стиле тики, а не как альтернативу современным зданиям. К этому следует добавить, что материал требует особого ноу-хау, и это ноу-хау в настоящее время встречается в основном в странах третьего мира. Бамбук растет за пределами больших мегаполисов. В этих местах он дешевый или доступен совершенно бесплатно, поэтому в странах третьего мира он является очень важным ресурсом для строительства. В отличие от прошлого, эти страны в перспективе могут стать первооткрывателями и экспериментаторами в области применения бамбука. Архитекторы из развивающихся стран лидируют в отрасли применения бамбука с точки зрения инноваций. Наглядным примером могут послужить строящиеся в Нидерландах небоскребы под названием башни Гроция. Часть фасада зданий выполнена с использованием бамбука. Применение бамбука также сдерживается его неспособностью хорошо сочетаться с другими материальными системами. Бамбук по своей природе органичен, невозможно найти одинаковых стеблей. Это как раз и затрудняет использование бамбука в современной строительной практике.
Люди в большинстве своем предпочитают использовать гораздо более современные материалы, позволяя сочетание со стеклом, сталью или что-то в этом роде. Чтобы использовать весь потенциал бамбука в отношении структурных свойств, в современной строительной практике необходимо преодолеть ряд проблем, таких как отношение к бамбуку как к материалу для бедняка, колебания его размеров, задачи по оценке материала и трудности с получением обычных столярных изделий, так как бамбук имеет очень специфические свойства материала. Бамбук представляет собой трубку, что означает, что он прочнее в одном направлении, чем в другом. Это как бутылка с водой, которая крепка в одном направлении и очень легко может крошиться в другом направлении. Вдобавок к этому структура волокон бамбука очень линейна. Самым уникальным свойством бамбука является его способность сгибаться, потому что это полая трубка, усиленная диафрагмами. Это в основном предотвращает его коробление при сгибании. Эти свойства помещают его в уникальный спектр материалов вместе с пластиком, армированным углеродным волокном или, может быть, частично с алюминием. Использование бамбука при изготовлении велосипедной рамы показывает его высокоэффективным материалом, так как он естественным образом поглощает удары, обеспечивая очень плавную езду на велосипеде. Так как волокна бамбука выровнены продольно, любая операция, где волокна разрезаются, снижают его структурную способность. Поэтому сделать из бамбука обычные столярные изделия довольно сложно. И все же в современном мире, используя цифровые методы и компьютерное моделирование, в будущем возможно использование бамбука в современном строительстве. Сегодня существует множество современных инновационных проектов, связанных с эстетическими и техническими свойствами бамбука в современной архитектурной практике. Самые интересные проекты — это проекты, которые пытаются смягчить мир бамбука и современную архитектуру. Это попытка использовать уникальные свойства бамбука в современных зданиях. В этих проектах основное внимание уделяется тому, как бамбук может хорошо сочетаться с другими материалами, такими как сталь, дерево, бетон и стекло, и в то же время не терять своей души. Это создает новое пространство для дизайнерских решений, которые могут исследовать архитекторы. Тогда все можно сделать из бамбука, включая балюстрады, структурные элементы и даже облицовку. Но лучше всего это работает в сочетании с тем, что называется современными материалами. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!